Привет! Этот расклад для вас, а тема простая и очень важная. Его мысли, его чувства и его действия. Если вы еще не встречаетесь с мужчиной одиноки, будет ли встреча с новым мужчиной? А если встречаетесь, будет ли с ним встреча? Если уже была встреча однажды или много раз, и, может быть, вы либо поссорились, либо какое-то обстоятельство помешало вашей встрече будущей, здесь вы узнаете четкий ответ, будет ли с ним встреча. Я использую для вас Ленорман. Это замечательные карты. Вы знаете, я их обожаю. И они говорят правду. Они смотрят вглубь. А именно эти карты фей, они активированы земными силами, земными феями изнутри. То есть каждая карта чудесным образом описывает глубину ваших отношений. Заказывайте, пожалуйста, ваши временные сроки. И расклад актуален именно в тот момент, когда вы нажали своим пальчиком посмотреть. Это было не случайно, конечно. Ну вот, карты почти уже готовы, и мы сейчас будем смотреть, будет ли с ним встреча, с вашим любимым мужчиной. Загадайте его, подумайте о нем и не особенно напрягайтесь, потому что напряжение, оно мешает. Выходит карта «Всадник», первая карта. Конечно же, встреча будет, это несомненно. Посмотрите на эту карту, прочувствуйте ее. Я вам показываю карты большим планом, потому что подсознание читает символы. Вы, ваше высшее я, слова не понимает, а понимает вот то, что нарисовано, да, то есть сама икона карты. Итак, птицы будут не только встречи, разговоры. У кого? У вас сама госпожа вышла. Вот, пожалуйста, вышли вы, госпожа, прекрасная женщина, которая сейчас смотрит в любом возрасте. Но вы смотрите на всадник, значит, будет встреча, а дальше разговоры. Разговоры-то какие? По судьбе, потому что карта звезды, правильно. Вы уже сами можете, наверное, читать эти карты. А о чем вы сейчас думаете? Может быть, вы волнуетесь? Безусловно, вы переживаете, потому что карта развилка вышла. Ну, а это ваши сомнения. Отбросьте всякие сомнения. Поиграйте со мной, поиграйте в счастливую жизнь. Потому что жизнь становится счастливой, когда мы начинаем играть в жизнь, как дети. Посмотрите на детей, какие они счастливые. Играют в дочки-матери, программируют себя на счастливый дом. Доме сердца. О чем здесь можно сомневаться вам? Ваше сердечко должно перестать сомневаться. И ваше сердечко должно перестать волноваться. Потому что выходит кольцо, а это настоящее сильное отношение, где есть любовь, где есть взаимопонимание. Может быть, вы встретитесь на работе, вышла карта башня. Может быть, вы встретитесь в казенном доме каком-то, присутствии каком-то. И эта встреча будет счастливая. Карта клевер. Расклад закончен, он великолепный, но это видео не закончилось, конечно, потому что сейчас я начну вам трактовать этот расклад более глубоко, на глубинном уровне, чтобы просмотреть именно все ваши вопросы относительно мужчины. В середине карта «Всадник», а это говорит о том, что встреча непременно 1000000% будет. Всадник. Это вестник любви. Там червовая масть на карте, вестник любви, первая карта. Номер 1 символизирует в нумерологии мужчину. Будет встреча с страстным мужчиной, который вас будет обожать. С ним будет общение. И у кого будет общение? У вас, потому что вы смотрите на карту «Всадник». А за картой птицы звезды. Этот мужчина по судьбе, он друг вашей души. С ним вы будете счастливы. Это безусловно. Под картой «Всадник» вы видите карту сердца. Сердечная встреча, сердечное свидание, любовное свидание. Здесь и так понятно, потому что на карте сердца изображена парочка, да, это вы, счастливая парочка. И ваш король, он, безусловно, самый лучший в мире король, потому что на карте сердца, на 24-й карте, изображен червовый король. Он самый лучший король, он любит вас, он вас обожает, и он хочет, чтобы вы были его женщиной, его женой, его супругой, его партнершей. Как у кого сначала получится? Не у всех одинаково стремительно развиваются отношения. Но этот расклад показывает всадника в самой главной позиции. Так что, несомненно, у вас будет встреча огненная,
пламенное, с пламенным любящим сердцем, да, всадники сердца. Будет встреча по всаднику с пламенным сердцем. И это все приведет к тому, что будет удача, клевер и кольцо. Будет удача. Вы будете любить друг друга, будете обожать присутствие друг друга. Кольцо здесь такое красивое, посмотрите. И масть треф. Я уже не раз повторялась, что масть треф – это масть семейная. Когда есть вот огонь, да, трефа – это огонь. Это семья, где есть такое деловое, с толком, с расстановкой, отношения между партнерами. Второй трефа – это жезлы, то есть огонь, страсть и постоянно возобновляющаяся энергия. То есть в семье всегда люди получают энергию. Вы будете, когда вместе, вы будете от друг друга, как от батарейки, заряжаться энергией. Он заряжается от вас, вы заряжаетесь от него. Это значение масти треф. Ну а туз – это, естественно, именно в Ленорман – это счастливая семья. Это счастливый брак, это счастливое партнерство, когда вы наконец решили раз и навсегда, что больше искать не нужно, бросили якорь, как мужчины говорят, да, и полностью взяли ответственность за женщину. Такие мужчины, они как бы присягают на этом кольце, да, присяга, кольцо – это присяга. Для мужчины присяга – это очень важно. Они у нас все свою армию всю жизнь вспоминают, правда? Не знаю почему, в общем-то знаю, но сейчас не об этом здесь будет разговор. И кольцо здесь лежит на камне, то есть обещание стабильное, сильное. Вообще, когда кладется камешек, это значит основание, фундамент. Сейчас именно этот расклад закладывает фундамент вашим отношениям, дает вам силы продолжать с ним отношения. Надеяться на лучшее, потому что здесь прекраснейшие карты вышли, самые-самые лучшие. И отношения будут продолжаться по звездам, будут становиться все горячее и горячее по сердцу и перейдут в стабильные, постоянные отношения. Называется другими словами партнерство, семья, как у кого. Кольцо рядом с клевером. Клевер означает счастливая находка. Вы его найдете, и это будет счастливая находка. Если у вас еще мужчины нет, именно этот расклад приведет вас к счастливой находке вашего любимого. Клевер тоже означает радость. Радость, удачу. Он видит вас как радость. Он очень много смотрит ваши фотки в соцсетях. Там звезды, а это интернет, конечно, это соцсети. Прямо над клевером звезды. Он постоянно ищет ваши фотки, ему интересны вы. У него зажигается все внутри, глаз горит и все другое. Когда он видит вас, он обожает вас, он хочет к вам прикоснуться по карте сердца. Он хочет вам подарить весь мир, потому что кольцо здесь на камне. То есть хочет вам дать основательный подарок, да? Он хочет подарить вам весь мир, хочет дать основательный подарок. Прекрасно. И тоже хочет сделать вас, понимаете, вот счастливой, поскольку клевер – это счастье. На клевере мы видим шестерку бубен – это денежка. Денежка, бубновая масть – это финансы, деньги, подарочки. И здесь с клевером вместе он хочет вам подарить подарок, как ваш партнер хочет намекнуть вам: я твой партнер, я твой муж, я твой мужчина, я твой навсегда, на всю жизнь. Я твой на всю жизнь, об этом говорит карта кольцо. А хочет подарить подарочек и сделать так, чтобы вы цвели, вам нравилось это. Потому что клевер – это вторая карта. Вторая карта – это партнерство. Он ваш партнер на всю жизнь. Посмотрите, пожалуйста, у вас в ногах, то есть на пороге, карта дом. Это очень хорошая, естественная карта, когда она рядом с сердцем. А когда за ней карта башня, можно сказать, что вы были одиноки раньше, потому что это за вами, да? Точно так же, как и развилка за вами. Вы были одиноки, как-то чувствовали себя грустной. Может быть, сейчас чувствуете себя грустной, не грустите. Войдите в карту госпожи, посмотрите на этого прекрасного оленя, станьте его всадницей, амазонкой.
Птицы, начинайте общаться с разными мужчинами, птицы и звезды. Весь мир перед вашими устами, перед вашими глазами, весь мир в вашем распоряжении. Сейчас это так, да. Ваше одиночество уходит, и в дом ваш входит сердце и кольцо, и мужчина, и радость, как клевер. Очень хорошо, что карта «Дом» у вас в ногах, потому что в ногах обычно в моих раскладах означает, что будет дальше у вас в жизни. И дальше, безусловно, у вас счастье в доме. Дом и сердце, счастье в доме и стабильные отношения. Вообще карта кольцо – это стабильные отношения. Это когда есть взаимопонимание и когда люди в друг друге больше не сомневаются. Если вы сомневались в вашем мужчине, думали, что он, может быть, изменяет или не ставит вас на первое место, бывает так, что у него на первом месте бывшая, лишь потому, что он чувствует обязанность какую-то, особенно если там дети есть. Или у него на первом месте его мать, так часто бывает. Или на первом месте работа. Но когда работа, это понятно, потому что если человек в работе успешный, у него всегда работа на первом месте. В этом его обвинять мы не будем. Но если у него на первом месте мама, мы его с вами немножко хотим пообвинять, потому что мама должна его отпустить. Наверняка. У него уже своя семья, он взрослый человек, он не может идти назад. Дети никогда не идут назад в жизни. Это вам закон эзотерики, девочки. Дети всегда идут вперед. У них своя семья, у них новая семья, свои детки, и он не может вернуться назад. И мама у него уже не номер один. Здесь можно поспорить, но вам нужно быть хитрее, конечно. И как бы не спорить, отдать время и вот своим таким, знаете, не то что даже чутким сердцем, а мудрым сердцем дать ему понять, что ты либо движешься вперед и живешь своей жизнью, либо ты движешься назад. Можно даже ему на это намекнуть, но мама, не говорите слово, потому что это его взбесит. Можно так как бы намеком, да, начинать разговор о том, что все идут вперед, дети не могут идти назад ни в коем случае, это всегда движение вперед. Вот на эту тему порассуждать и не говорить там твоя мама, и тогда у него посеется зерно понимания, потому что мужчины, они туповаты по своей натуре, они до них доходят как до верблюда, они, как говорит мой муж, смеется, позднего развития. Вот, да, все мужчины позднего развития, это правда. Так что здесь такая вещь, ему нужно объяснить это, но как бы невзначай, как бы косвенно, чтобы он это понял. Если у вас такая ситуация есть, потому что я вижу башня и дом вместе. Башня может означать его бывший дом, то есть дом родительский, когда он к мамочке бегает, или она его теребит каждую минуту, что и там, то лекарство, то продукты нужно принести, и это она делает неправильно. Если она лишний раз пойдет за продуктами, у нее укрепляться будет сердце. Да, мамочки, я сама мамочка, знаю, что говорю. Так что смотрите, ваши мальчики должны любить их девочек, да, вот, а вас все равно они будут любить, вы никуда не денетесь у него. Вот такая вещь. Эта башня может означать отношения с бывшей, которые давно ушли, он вообще к ней ничего не имеет, но она его теребит, вот мешает ему жить. Сам не гам, и другим не дам, да, есть такое выражение, и оно ее касается. Если это такая ситуация, потому что у вас за спиной развилка. Развилка может означать, что вы или сомневаетесь, или он как-то раздваивается между двух огней. Если он раздваивается между вами и друзьями, станьте ему этим другом. Станьте ему этим другом, чтобы ему не повадно было с друзьями там выпивать на рыбалку или разговоры какие-то яркие вести. Когда вы станете ему другом, ему не нужны будут эти друзья. Это я вам так на всякий случай, потому что, посмотрите, впереди вас одна радость и счастье. Сзади есть две карты такие, которые нужно было нам обговорить обязательно. Но впереди мы видим, что у вас будут яркие встречи, страстные объятия, страстные поцелуи. В доме будет любовь. У вас на пороге дом, а потом сразу сердце. В доме будет взаимопонимание, потому что сердце и кольцо вместе – это взаимопонимание. А главное, радость будет в доме и взаимное доверие.
Обратите внимание на карту клевер. Она дает вам особенный хинт. Хинт переводится как даже не совет, а подсказку. Хинт, подсказку дает карта клевер. Она говорит, что простота в общении – это ключ к счастью. Когда мы умничаем там, да, или же еще и иронично разговариваем с друг другом, это убивает любовь. А клевер говорит, у вас будет простота в общении. Даже там профессора, они должны дома общаться по-простому, иначе у них не будет счастья домашнего. Вот. А у вас именно такое нормальное человеческое общение, где не нужно доказывать, что я там умная, я там много знаю. Не нужно. И он тоже будет так просто по-человечески с вами общаться. Клевер и кольцо – это простые отношения, простая радость. Но в то же время и непростая, потому что бубен – это тоже хорошие подарки. Да. Так что он задаривать вас, конечно, будет. Девочки, клевер вместе с кольцом. Ну как еще прочесть? Некоторые там начинают меня ругать за мои яркие расклады. А что вы хотите, черно-белую жизнь? Черно-белая жизнь бывает ночью. И так Творец сделал ночью, когда мы спим, мы не видим этот мир, нам нужно отдыхать. Мир черно-белый, потому что на него никто не смотрит. Это как по квантовой теории. Смотрим на кота – это кот, не смотрим на кота – это просто энергия. Точно так и Творец сделал. Черно-белые очки нам не нужны, потому что как только солнышко вышло, мир раскрасился яркими красками. И он вас манит, приглашает: люби, живи, радуйся, встречай, находи партнера, будь счастлива с ним. Каждая травинка, каждый лепесточек розы об этом вам говорит, правда? Поэтому, девочки, кольцо и клевер, как еще прочесть? А ну-ка. Только так можно, правда? Любит вас, обожает. Да, опять хочу сказать мое коронное. Дарит подарки. Потому что клевер – это хочет вам угодить, а колечко-то – это подарочек тоже, правда? Но кольцо здесь – это больше вот на камне и с трифовой мастью, это не просто какой-то подарок меркантильный. Это значит стабильные отношения, хочет подарить вам именно свое сердце, потому что кольцо рядом с картой сердца. Он хочет свое сердце принести вам в дом, карта дом номер 4, и сказать: возьми мое сердце и распоряжайся им как хочешь. Это тебе мой подарок. Я тебе просто доверяю свою жизнь. Вот так он сильно вас любит. И вот так у вас будет все прекрасно. Я не сказала, может быть, что карта звезды, эта мечта будет исполняться. А мечту-то нужно загадать, потому что карта звезды рядом с птицами. Загадайте, скажите вслух мечту. Птица – это разговаривать, да? И она обязательно сбудется, и вы будете очень-очень счастливы. Так что не грустите, эту развилку мы с вами оставим, посмотрим только вперед. Потому что вообще в жизни нужно смотреть только вперед. Это все, опять же, по эзотерике идет, да. Будет вам счастье обязательно. Вот такой, девочки, расклад. Всех вас обожаю, люблю очень сильно. Посылаю вам воздушный поцелуй и виртуальные обнимашки. Заходите всегда ко мне, когда вам хорошо или когда грустно. Я всегда с вами побеседую, разложу для вас карты, и мы с удовольствием с вами проведем прекрасное время. Если кто не подписан, подписывайтесь. Будьте у меня, как у себя дома. Мне это очень приятно. А я увижусь с вами на моих следующих и предыдущих видео. Пока-пока, друзья. До встречи.